С тех пор, как я начал рассматривать Taekuka как возможную пару, я заметил, что участники BTS несколько раз безоговорочно поддерживали Taekuka, и иногда это казалось немного странным, как будто это было больше, чем просто поддержка саб-юнита. И хотя это может быть совпадением, их поведение и то, как они часто выражают свои чувства неявно, заставляет меня думать, что это гораздо больше, чем просто братская поддержка. Потому что, несмотря на то, что многие говорят обратное, и несмотря на постоянные призывы проводить ненужные сравнения между пейрингами BTS, я решил поступить наоборот. На этот раз я хочу показать, что все участники поддерживают Taekuka, и что они поддерживают друг друга как семья, которую никто не сможет сломать. И одна из причин, по которой я это начинаю, это то, что я хочу сразу перейти к тому, как Чимин обычно посылает Taekuku хорошие вибрации. Например, во втором сезоне Bon Voyage Чингук написал на песке пляжа, который они посетили, V умножение Джанкук внутри сердца, которое затем читает Чимин и говорит V и Джанкук любовь навсегда. То, как Чимин сказал это перед камерой, было так мило и трогательно, радостно хлопая в ладоши, в то время как Тэхён выглядел смущенным на заднем плане. В 2016 году Чимин выложил в Твиттер видео, где Taekuka сидел прямо за ним. Чингук наблюдал за чем-то, что делал Тэхён, пока не понял, что Чимин записывает. Тэхён на мгновение позировал, затем Чингук занервничал. Что интересно, Чимин написал «Taekuka» в описании видео на корейском языке. Как будто он открыто признавал свою дружбу. На самом деле, есть много вещей, которые Чимин делал в отношении Taekuka. Например, когда они были на радиошоу, Чимин рассказал, что Чингук часто приходил в комнату, которую он делил с Хасоком и Тэхёном. Тэхён спросил, почему Чингук так часто приходит, Чимин лишь подразнил его, а Чингук ничего не ответил. Посмотрите на выражение лица Тэхёна в тот момент. Потом, когда интервьюер спросил, если бы вам пришлось делить комнату с другим участником, кого бы вы выбрали? Чимин, заметив задумчивый взгляд Чингука, сказал ему не думать слишком много. И Чингук наконец упомянул Тэхёна. Когда интервьюер спросил, почему, Чингук ответил, что они часто проводят время вместе. Но выражение лица Чимина, когда он увидел улыбку Тэхёна, оно говорило лучше 1000 слов. Потом, когда Чимин показал им содержание нового альбома, он показал фотографию Тэхёна и сказал, что тот такой красивый, что хочет повесить ее на стену в своей спальне. Услышав это, Чингук тут же сказал, что не хочет, чтобы Чимин так делал, заставив Чимина довольно рассмеяться. С другой стороны, Сакджин тоже часто косвенно выражает свою поддержку взглядом. Когда Тэхён и Чингук делают что-то милое, его лицо всегда выражает что-то вроде «Ага, я вижу, что вы делаете». Он часто присоединяется к флирту Taekuka. Однажды он даже изобразил момент, когда Тэхён укусил Чингука за руку, и Чингук поморщился от боли, что затем заставило Джина безостановочно смеяться. И еще очень трогательно видеть, как сильно он заботится об их чувствах, особенно когда в контенте или шоу есть что-то, что может заставить их чувствовать себя некомфортно. Даже если мы не знаем всего контекста, мне нравится думать, что его забота и поддержка искренни, какими бы ни были их настоящие отношения. Хотя есть так много свидетельств огромной поддержки Намджуна, трудно выделить какой-то конкретный момент. Но мы все видим, что он лидер, который всегда обеспечивает чувство безопасности. Кажется, он хочет, чтобы Taekuka мог быть самим собой, когда включены камеры. И часто, когда Taekuka наиболее спонтанен, Намджун рядом. Как на концерте BTS в Лас-Вегасе, Чингук наклонился, чтобы прошептать, и Намджун дважды кивнул с легкой улыбкой. Вскоре после этого Намджун указал на что-то и рассмеялся, заставив Чингука тоже смущенно улыбнуться, а затем Чингук снова начал приближаться к Тэхёну. Это было похоже на то. Чингук просил разрешения сесть на колени Тэхёна. Перед тысячами людей. И Намджун дал ему добро. Это определенно подтверждает мою точку зрения. Намджун знал, чего хочет Чингук, и решил поддержать его. Когда персонал, казалось, говорил Чингуку отойти от Тэхёна, разочарование Чингука и раздражение Тэхёна были ощутимы. Но затем Намджун снова свел их вместе в идеально подходящий момент.
Он как будто говорил: «Пока я здесь, ничто не разлучит вас». Хосок также очень заметен в том, как он смотрит на них, взгляд того, кто знает истинную динамику гораздо глубже, чем мы. Он был свидетелем многих их личных моментов. Как, например, слухи о частном ужине в Вегасе с Хобби. Были фотографии Чингука, обнимающего Тэхёна сзади, и некоторые слухи о поцелуях или объятиях, по-видимому, были не просто слухами, потому что они наконец подтвердились благодаря видео Хобби и официальной странице ресторана, где были опубликованы их наряды. Был также слух 16 декабря в Вивальди-парке, когда персонал увидел Чингука, Тэхёна и Пак Хёншика. Они заказали лыжное снаряжение, и сфотографированные отпечатки обуви указывали на то, что Хосок, вероятно, был с ними. Так что, опять же, Хобби был свидетелем, которого мы не могли видеть напрямую. Хобби также часто дразнил их, чтобы сделать вещи более интимными, как во время концерта в Лос-Анджелесе он спросил Тэхёна о его разговоре в комнате с Чингуком. Тэхён ответил, что они просто говорили о взрослых вещах, о жизни. Но Хобби не переставал спрашивать, пока Тэхён странно не улыбнулся и не сказал, что Чингук сказал, что счастлив. Взгляд Хобби, когда он увидел реакцию Тэхёна на общение других людей с Чингуком, был также очень ясным. Он, казалось, все понимал и все еще защищал их чувства. Для меня это показывало, что участники были настоящей тихой гаванью Тэхёна. Юнги, пожалуй, был самым откровенным в своей поддержке на камеру, но делал это деликатно. Его взгляд, когда Тэхён шутил или прикасался к нему, всегда содержал легкую, глубокую улыбку. Если же они прикасались друг к другу ближе, его выражение лица тоже менялось, но не отвержение, а понимание. Был также момент, когда Тэхён рассказал, что кто-то прислал ему длинное сообщение, и последняя часть заставила его плакать 10 минут, оно заканчивалось словами «Я люблю тебя». Юнги тут же сказал ему не читать сообщение вслух. И оказалось, что отправителем сообщения был сам Юнги. Что сделало все еще более удивительным, так это то, что Чингук тоже получил то же самое сообщение, включая слова «Я люблю тебя» в конце. Застенчивая улыбка Чингука в тот момент была слишком подозрительной, чтобы ее игнорировать. Все были шокированы, кроме Юнги и Тэхёна. И не говоря уже о том, когда Юнги пошутил о том, что Тэхён назвал своего сына Ким Тыгык, его улыбка в тот момент, казалось, знала что-то, чего мы не знали. Юнги всегда выглядит счастливым, когда видит, что Тэкук остается самим собой, ничего не скрывая. В конечном счете, вид того, как все участники BTS поддерживают и заботятся о Тэхёне и Чингуке, независимо от того, какие у них отношения, вызывает у нас теплое чувство, которое трудно описать. Потому что самое главное это: они любят друг друга, защищают друг друга и являются домом друг для друга. И видеть их вместе более чем достаточно, чтобы восхищаться.